Да, нам часто говорят о том, что вот, я часто говорю, то, что ответы внутри, но иногда, порой, сказанное слово, оно сразу может раскрыть глаза. И еще раз повторюсь, да, это неплохо обучаться, это неплохо там, смотреть какие-то ролики, неплохо общаться с вымышленными подружками, которые сами себе вымыслили. Знаете, у меня есть прекрасная подруга, можно так сказать. Ее мама, моя молочная мама. То есть, когда у моей мамы не было молока, на молоко меня кормила вот мама Наташи, и столько интересного сейчас еще, особенно в этих энергиях, происходит. И она беременна сейчас на 5-м месяце, по-моему. И я уже, наверное, года 3 хожу с мыслью о том, что если у меня будет девочка, то она будет Мия, а если будет мальчик, то я бы хотела его назвать Иван. Но судя по тому, что у меня муж совсем не русский, то Иван как-то, вот, ну, под вопросом, ладно. Мия еще как не шло, а вот Иван, с учетом того, что Эдхам, там, Мустафа, Абуда, Котебе, там у него несколько фамилий, вот. Иван как-то вообще не вписывается. И тут я звоню своей подруге Наташе, когда у нее день рождения, как раз после меня, у меня 2 августа, у нее 9. Я говорю: Наташа, как у тебя дела? Поздравляю с днем рождения. Она такая: да, мы решили, а у меня, говорит, будет мальчик. Мы, говорит, так долго ходили и думали, как его назвать, но мы знали точно, что если будет девочка, будет Мия. А вот мальчика мы все никак не думали, как назвать. Я такая, Иван про себя такая, ну, мы решили Ванечка. Это, конечно, очень прекрасно. А, и можно подумать о том, что я и говорила там когда-то, рассказывала, что я хочу там назвать дочку Мия, там, сына Иван. Пусть это так будет, но на самом деле все отражение нас, все отражение нас. То есть как только вы начнете замечать, как только вы начнете в это смотреть, потому что мы что делаем? Мы от этого открещиваемся. Нет. То есть я очень долго открещивалась и не понимала, как мама-тиран может во мне поместиться. Да? То есть до последнего момента, когда я после Индии приехала, я вела занятия дыхательными практиками, я осталась у нее в этот момент, она зашла в комнату и начала прям в эфире кричать: ты сошла с ума, чуть ли не в тебя вселился кто-то, чем ты больна и так далее. Вот, и я улыбнулась, выключила на время микрофон, вот, и осознала, что да, это какие-то мои внутренние сомнения. Естественно, мне страшно идти в новое. Естественно, мне страшно двигаться в том направлении, в котором вообще я себя даже не представляла никогда. И мама мне просто это отражает, и я все время задавала вопрос: а где вот эти эмоции, вот эти переживания во мне? И реально 90% я все увидела. Есть, конечно, моменты ее души, которые она также прорабатывает, но вопрос, как ты на это реагируешь. Если ты реагируешь, если у тебя возникает эмоция, значит, это 100% есть в тебе, 100%. То есть пока вы впадаете в реакцию, неважно, с родителями, неважно, с ситуациями в жизни, если есть реакция, значит, есть зацепка, значит, есть триггер, который сидит внутри и никак не может выбраться. И это не значит, что нужно срочно выковырять этот триггер, важно его просто заметить. Вы не представляете на самом деле, как все просто, особенно в тех скоростях, в которых мы живем. А, Важно просто заметить, где ты реагируешь. Все, точка, можно закрывать рост души. Но знаете, в чем загвоздка? В том, что мы не хотим в это смотреть. Мы не понимаем, как в это смотреть. Мы не можем себя в этом увидеть. Мы думаем, что
мы уже там 150 раз все проработали, это не может быть уже во мне, да сколько можно, и вот этот вопрос: почему, а зачем мне это, что я опять сделала не так и так далее. Суждение, 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 суждение. Но эта программа на реакцию, она отпадет в тот момент, когда ты будешь в тотальном принятии. У тебя на сердце будет такое спокойствие, что даже взрывающийся вулкан над головой у тебя не вызовет вообще ни малейшего шевеления. Вот это состояние, когда все, программа не работает. То есть, когда мне муж начинает говорить о том, что там какие-то девушки, что-то там, я понимаю, что у меня программа ревности просто выключена. Я начинаю хохотать, мне интересно узнать, что там за девушка. Ну, то есть у меня прям вот такой, вот это, знаете, дружественное, когда вы с девчонками сидите, общаетесь, и интересно, покажи фотку, а как там? И ты играешь в это, и у тебя абсолютно нет, потому что раньше я жила из концепции того, а ты чего? Почему ты смотришь на других? Почему ты там с кем-то общаешься, кого-то что-то спросил и так далее. Вот эта программа ревности, она тотально во мне сидела и вызывала вот эту реакцию. А сейчас мы ржем вообще вдвоем, и даже когда он говорит: да, русские девчонки, типа, я угораю, я знаю, потому что какие мы. Я знаю, какие мы открытые, я знаю, какие мы доверчивые. Но это и неплохо, и нехорошо. И я не имею права сейчас судить кого-то и осуждать человека за то, что он сейчас говорит о каком-то человеке. Вообще никого нет. И в этом самый прикол. Как только вы научитесь жить сами с собой, вот играть в ту игру, в которую вы можете на самом деле начать играть, но вам кажется, что это все пипец как реально. Вам кажется, что вот эти ситуации, которые с вами происходят, они настолько реальны, что пытаются вам насолить как-то или что-то сделать с вами специально. Но здесь вообще нет ничего реального. На самом деле даже сон более реальный, чем то, что вы видите сейчас перед глазами. Даже то, что я говорю сейчас, говорение происходит, у меня вообще нет. И да, это не понять умом. Каждый из вас, если здесь вы готовы к этим осознаниям, постепенно, степ-бай-степ, вы придете и сольетесь в это единое целое со всем. Потому что когда зародился мир, здесь была одна клетка. И море состоит из огромного количества капель. Но море не делит себя на разные капли. Оно едино. Оно и есть море. И вот вы, каждый из вас, и я в том числе, это вот эта капля в море или в океане. Но без этих капель не было бы океана. Кто сейчас словил такое состояние о том, что я не капля, Маша. Ты весь океан. Без тебя бы не было этого океана. Но мы привыкли себя делить на вот эти капельки и думать, что они как бы функционируют сами по себе. Ну, представьте, каждая капелька функционировала бы сама по себе. Как вы себе это представляете?